Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Что это такое? Там, вдалеке. Это корабль! Посмотрите, какой огромный! Меня зовут Тали. Тали Зора Нарайя. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение пожинателей. Я не узнаю второй голос, который говорит про пожинателей. Это какая-то новая раса? Согласно данным модуля памяти, пожинатели – высокоразвитая раса машин, существовавшая 50 тысяч лет назад. Пожинатели полностью истребили протеан, после чего исчезли. Так, по крайней мере, считают геты. Он знает секрет маяка. Важные новости, Шепард. Капитан Андерсон снял с себя полномочия командования Нормандией. Таким волшебным образом корабль теперь ваш. Быстрый и тихий корабль. Да и команда вам знакома. Идеальный корабль для Спектра. Берегите его, капитан. Капитан, тут какие-то странные сигналы. Очень странные. Никогда не видел ничего похожего. Вроде бы они исходят из подземного комплекса в нескольких километрах от точки высадки. Лиара Тессони, я полагаю. Слава богине! Не думала, что кто-нибудь станет меня искать. Слушайте, это поле, в котором я застряла, протеанское устройство безопасности. Я не могу пошевелиться. Вы поможете мне выбраться? Ваша мать работает на Сарена. На чьей вы стороне? Что? Я не на чьей стороне. Пусть я дочь Бенезии, но я не такая, как она. Я не говорила с ней много лет. Я все еще не могу поверить. Зачем я нужна была гетам? Думаете, это как-то связано с Бенезией? Саран ищет канал. Вы специалист по протеанам. Наверное, он хочет, чтобы вы помогли ему найти его. Канал? Но я не знаю. Что за черт? Руины вот-вот обвалятся. Лазер, видимо, спровоцировал сейсмическую волну. Надо спешить. Тут все рушится. Джокер, поднимайте Нормандию и отслеживайте мой сигнал. Мигом! Есть, капитан. Корабль в воздухе. Расчетное время прибытия 8 минут. Ему надо поторопиться. Если я тут сдохну, ему не жить. Быстро, быстро, быстро! Ваши исследования привели к каким-нибудь результатам? Удивительно то, что я почти ничего не обнаружила. Археологических свидетельств о протеанах чрезвычайно мало, а объяснений причин их исчезновения еще меньше. Как будто кто-то не хотел, чтобы эта тайна была разгадана. Словно после вымирания протеан кто-то прошелся по галактике и уничтожил все улики. Но вот что поразительно. Согласно моим находкам, протеане были не первой в галактике расой, которая таинственно исчезла. Этот цикл начался задолго до них. Галактика строится на цикле вымирания. Каждый раз, когда возникает великая цивилизация, ее внезапно и жестоко разрушают. Остаются лишь руины. Протеане, выходцы с одной единственной планеты, охватили своей империей всю галактику. Но даже они карабкались вверх по останкам своих предшественников. Их величайшие достижения, ретрансляторы и цитадель, основаны на технологиях тех, кто был до них. А потом протеане исчезли, как и прочие забытые цивилизации в истории галактики. Я посвятила всю свою жизнь тому, чтобы выяснить причину этого. Их уничтожила раса разумных машин. Пожинатели. Пожинатели? Но я никогда не слышала. Откуда вы это знаете? У вас есть доказательства?
На Иден Прайм мы нашли поврежденный протеанский маяк. Он выжег в моем мозгу видение. Я до сих пор пытаюсь разобраться, что оно значит. Капитан Шепард, меня зовут Насана Дантиус. Вижу, вы получили мое сообщение. Вы сказали, что у вас есть работа. Да, моя сестра Далия работала на грузовом судне, которое курсировало за границами Траверса. На ее корабль напали каперы. Судя по всему, выживших не было. Вы хотите, чтобы я нашел людей, которые ее убили? Все не так просто. На прошлой неделе я получила сообщение. Это был голос Далии. Она жива. Всех остальных убили, а ее взяли в заложники. Работорговцы потребовали огромный выкуп в обмен на ее свободу. Почему же налетчики не убили Далию вместе со всеми остальными? Возможно, сестра сказала им, кто она. Наша семья богата, Шепард. Думаю, они поняли, что полезнее будет оставить ее в живых. Вы хотите, чтобы я доставил выкуп? Я уже перевела деньги на счет, номер которого мне дали. Но они ее так и не отпустили. Они даже не связались со мной. Я совершила ужасную ошибку, Шепард.
Я дипломатический эмиссар. По закону мне нужно было немедленно сообщить о попытке вымогательства в СБЦ. Но я испугалась за Далию, поэтому просто заплатила выкуп. Но ее по-прежнему нет. А если кто-нибудь узнает, что я сделала, меня посадят в тюрьму. Вы хотите, чтобы я нашел ее и вернул? Вам нужно только освободить ее и привести сюда. Я уже выяснила, где она. Я проследила через несколько счетов, куда пошли деньги. В итоге я вышла на небольшую банду наемников, которые действуют из скопления Тау Артемиды. Я хочу, чтобы вы отправились на базу этих наемников, убили их и вернули мою сестру. Разумеется, вас ждет награда. Вам больше некого нанять? Я не хочу рисковать жизнью своей сестры. Мне нужен спектр. Кроме того, вы действуете вне официальных структур. Мое начальство не должно узнать, что я заплатила выкуп. Как вы установили, кто получил выкуп? У меня есть связи, а связи и деньги могут сделать очень многое. Особенно, если можно нарушить правила. Я нарушила закон, когда заплатила выкуп. Так что хуже уже не будет. Можете мне что-нибудь рассказать о наемниках, которые похитили вашу сестру? В общем, как обычно. Безжалостные, опасные и хорошо вооруженные. Но для Спектра это обычное дело. Мне не нужна награда. Я верну вам сестру, обещаю. Спасибо, Шепард. Я знала, что не ошиблась в вас. Возвращайтесь сюда, когда все сделаете. Binary Helix без суда разрешила конфликт с группой Кроганов, которые обвиняли компанию в мошенничестве. Кроганы заключили с Binary Helix контракт на проведение исследований с целью излечения их генетической стерильности. Когда исследования не дали результата, группа выдвинула иск, требуя возвращения своих инвестиций.
Срочные новости. Председатель Бёрнс, глава парламентского подкомитета по изучению сверхлюдей, был похищен экстремистами-биотиками. Биотики угнали грузовой корабль и в последний раз были замечены в скоплении гаммы Аида. Никаких требований от них не поступало. Да, Шепард, вы нашли мою сестру? Далия мертва. Я сам ее убил. И если вы не хотите последовать ее примеру, лучше расскажите мне все. Не надо на меня кричать, капитан. Думаю, вы в сущности и сами понимаете, почему я вам солгала. Если бы люди узнали, что моя сестра преступница, меня сочли бы угрозой обществу. Меня отстранили бы от должности или отправили в бессрочный отпуск, пока ее не поймают. Поэтому мне пришлось обмануть вас. Я не хотела рисковать. Вы могли выдать меня. Но теперь, когда Далии нет в живых, это в сущности уже не важно. Я бы помог и так. Достаточно было сказать правду. Может, вы и правы. Извините. У нас в семье проблемы с доверием. Оно и видно. Я переведу немного кредитов на ваш счет в знак моей признательности. Надеюсь, сумма вас устроит. Вы перспективный дипломат. Вам не помешает иметь под рукой Спектра, который в долгу перед вами. Логично. Заплатить может каждый. А я могу предоставить вам доступ к покупке прототипов азарийских модификаций. Я добавлю вас в список привилегированных клиентов нашего производителя. Думаю, вас заинтересует его ассортимент. До свидания, Шепард. Было очень приятно иметь с вами дело. И снова привет, капитан. У меня есть для вас прелестное предложение. Вы помогли мне получить информацию о преступном синдикате, и в этот раз редакция выделила мне сумму покрупнее. Я занимаюсь условиями труда транспортных диспетчеров. Вы сможете помочь мне? По-моему, это дело намного мельче, чем коррупция. Если честно, оно даже важнее. Речь идет не об обогащении, а об общественной безопасности. Ходят слухи, что транспортные диспетчеры работают сверх нормы. Это опасно и может привести к авариям. Я не могу попасть в пункт управления, а вы можете. Если вы установите там жучок, репортаж будет у меня в кармане. Все знают, что транспортные диспетчеры работают сверх нормы. Что в этом такого? Есть разница в сверхурочной работе и нарушении норм безопасности. За последние 100 лет транспортный поток на Цитадели увеличился на 300%, а штат диспетчеров остался прежним. Прелестно, а? Дошло до того, что 2 или 3 кораблям в неделю отказывают в посадке. Будем ждать, когда произойдет серьезная авария? Если вы донесете это до общественности, что произойдет? В идеале должны улучшиться условия труда. Должны нанять дополнительный штат и обновить оборудование. Совет не станет оплачивать модернизацию по собственной инициативе. Этот репортаж будет хорошим пинком под зад. Этот жучок, он может создать помехи в транспортной системе? Никаких помех он не создаст. Я постаралась, чтобы он работал на собственных частотах. Что вы сможете записать с помощью этого жучка? Картинку и звук. Я не собираюсь взламывать систему управления транспортным потоком, если вас это беспокоит. Мне просто нужно видеть и слышать их, чтобы выяснить эффективность их работы. Не буду ничего обещать, но посмотрю, что можно сделать. Давайте жучок. Прелестно. Просто установите его на одном из терминалов, с которого будет хорошо видно помещение. Еще раз спасибо за помощь. В будущем этот репортаж поможет спасти жизни. Я уже получаю данные. Из этого получится прелестный репортаж.
Большое спасибо вам за помощь. Вот, возьмите. Это деньги, которые мне выделили в редакции. Было несложно. Удачи вам с репортажем. Он стоит того, чтобы его услышали. Спасибо за поддержку. Надеюсь, в будущем он поможет спасти жизни. Еще раз спасибо за помощь. Я передам репортаж в редакцию. Капитан Шепард, это я, Конрад Вернер. Помните меня? В экстранете ходят слухи, что вы первый человек, кого спектром сделали. Прямо не верится. Точно, Конрад. Мы говорили с тобой недавно. Вы запомнили меня? Вот это да! Даже на задании, надирая кому-то задницу, вы помните про нас. Ну вы человечище, Шепард. А можно вас сфотографировать? Ну, мне, конечно, не жалко, но зачем? Вы ж герой, Шепард. Через 10 лет еще все будут помнить вас, а у меня еще и фотка ваша будет. Ага, поднимите пистолет повыше. Классно. Спасибо, капитан. Повешу фотку в гостиной. Жена будет в восторге. Слыхал я, что это ты, но не верил на... Значит, малыш Шеппи теперь большая шишка? Мы знакомы? Я Финч, на. Чё, не помнишь, что ли, меня? Мы росли вместе на 10-й улице. Чё, и банду красных не помнишь? Чё, не помнишь меня? Ну, нормально, на. Мы в одной банде с тобой были, башка. А в новостях я про это ни слова, на. Моя биография открыта для всех. Мне нечего скрывать. Да не гони, на. Прикинь, кто-нибудь даст интервью о том, что твоя юность прошла в преступной банде? Нам проблемы не нужны, Шепард. Просто выручи друганов по старой дружбе, на. Одного из красных, Курта Вейсмана, взяли сучьи турианцы, на. Потри там с охранником в баре. Пусть, сука, отпустит Курта. За что его задержали? Да фигня, на. Нашли при нем красного песка пару граммов. Эти иножопые суки найдут к чему прикопаться, на. Сказали правонарушение, на. Заберем его для судебного разбирательства. Говорю ж, суки! А что красные забыли в турианском секторе космоса? Мы-то на жопу себе не отсиживаем. Дела делаем. Мы на утилизации, мелкие перевозки выполняем, поставки. Да черта делно! Но ты же не просишь меня устроить побег Вейсмана из тюрьмы? Не, говорят, у тебя с иножопами короткий разговор, на? Не гонят, нет? Ну, ты, на, поговори тогда с иножопым охранником. Я поговорю с турианцем и посмотрю, что можно сделать. Молодца, Шепард! Я жопой чуял, на, что ты не предашь дружбанов. Охранник в логове Коры тусуется. Разрулишь дельце, на, и больше меня не увидишь. Жопой клянусь. Я могу вам помочь? Вы задержали некоего Курта Вейсмана. Я хочу, чтобы вы освободили его. Я тоже много чего хочу, человек. Желание – основа организованного общества. А ксенофоб останется под турианским арестом. Это не обсуждается. Почему вы называете его ксенофобом? Люди подтвердили его участие в некоторых организациях, выступающих против инопланетян. Особенно он был настроен против турианцев. Он совершил преступление на почве ненависти, и это примут во внимание, когда его будут судить. Что такого сделал Вейсман? Он попытался заразить медицинский груз, предназначенный для борьбы с эпидемией в турианской колонии. Если бы мы его не задержали, умерли бы миллионы. Этот человек – опасный ксенофоб. Какое наказание грозит Вейсману? Принимая во внимание тяжесть поступка на почве ксенофобии, думаю, он заслуживает пожизненного заключения. Благодарю за информацию. Один из друзей Вейсмана был не до конца честным со мной. Я понимаю, Вейсман был хорошо подготовлен.
Он действовал явно не в одиночку. Спасибо за информацию. Мы усилим охрану камеры. Я знал! Я жопой чуял, что ты крыса, Шепард. Сейчас ты мне ответишь за все, на. Мы сдадим тебя журналюгам, на. И пусть все узнают, какой на самом деле первый спектр человек. Что тебе нужно, Финч? Как убедить тебя отстать от меня? Что мне нужно? Мне нужно, на, чтобы инопланетная мерзота свалила нас с моей Земли. Потому что Земля для землян, на. А еще мне нужно, чтобы сучий совет не совал нос в дела людей. Моя биография уже всем известна. Это не страшно, на. Зато еще никто не знает, что красные преследуют иножопых. У нас есть влиятельные друзья, которые помогают нам проводить операции в космосе. Так что над твоим сине-зеленым дружкам, скорее всего, не понравятся наши делишки. Красные с 10-й улицы были обычной шайкой, а не подпольными борцами против инопланетян. Зато теперь мы борцы, на. Думаешь, журналюги будут копаться в деталях? Да каждый красный под присягой расскажет, как ты ради прикола замочил десяток иножопых, на. И кто тебе тогда поверит? Нет, они не посмеют. Впечатляет. Возможно, первый спектр человек не так уж и плох. До свидания, Спектр. Калиса бинт Синан Аль-Джелани. Вестерландские новости. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Какие вопросы? Наши зрители слышали про вас много сумасшедших историй, капитан. Я дам вам шанс восстановить справедливость. Что скажете? Что вы хотите знать? Вы получили уникальную возможность представлять нашу расу перед лицом Совета. Всем интересно, справитесь ли вы с этим? Люди пытаются заслужить уважение Совета уже 26 лет. Учитывая этот факт, что вы ощущаете как первый человек, принятый в состав «Спектр»? В состав «Спектр» входят лучшие представители рас. Быть среди них большая честь. Некоторые называют ваше назначение костью, которую бросили людям. Доводилось ли вам попадать в ситуации, когда Цитадель просила вас поставить ее интересы выше интересов Земли? Совет занимается делами всего галактического сообщества. Мы стали его частью. Наши интересы входят в список их задач, но мы лишь часть целого. Вы действительно в это верите? Вы приняли командование боевым кораблем, оборудованным по последнему слову техники. Вы можете рассказать о нем? Минутку. Вы, очевидно, что-то задумали. Я не собираюсь в этом участвовать. Прошу меня извинить. Вы не можете просто взять и уйти, капитан. Общественность имеет право знать. Вы же не будете отрицать, что вы просто марионетка Совета? Поступило сообщение. Соединяю. Капитан, только что в эфире был сюжет мисс Аль-Джелани о вас. Я не виню вас за то, что вы развернулись и ушли. Сэр, она пыталась выставить меня в дурном свете. Что бы я ни сказал. Возможно, вы правы. Полагаю, все могло быть намного хуже. Я просто хотел, чтобы вы знали, какую реакцию это вызвало на Земле. Не буду вас задерживать. 5-я флотилия, конец связи. Статус. Сенсоры подтверждают, что астероид X-57 осуществляет движение посредством 3 реактивных двигателей. На данном уровне ускорения столкновение астероида с планетой Терра-Нова произойдет примерно через 4 часа. Анализ. Остановка ускорения возможна при деактивации реактивных двигателей. Прием!
Я получила ваше сообщение. Вы меня слышите? Меня еще не обнаружили, но долго говорить я не могу. Прошу вас, отключите двигатель, иначе мы все умрем. Боже, надеюсь, вы меня услышали. Батарианцы. Харак! Чак! Чак! Приборы показывают, что двигатель отключился. Это были вы? Вы меня слышите? Кто вы? Что происходит? Меня зовут Кейт Боуман, я инженер. Мы должны были доставить этот астероид на орбиту Терра-Новы. Вчера на нас напали батарианские экстремисты. Мне удалось спрятаться. Похоже, они знают, что двигатель отключен. Какова их цель? Я не знаю, но если вы не остановите астероид, он уничтожит миллионы людей на Терра-Нове. Если узнаю что-то еще, мне пора. Удачи. Эй! О, Господи! Я не хотел. Вас задело? Одним выстрелом меня не уложишь. Извините. Я не понял, что вы человек, пока... Да. Солдат из меня никудышный. Я здесь, чтобы помочь вам. Капитан Шепард, войска Альянса, с фрегата «Нормандия». Саймон Этвелл, главный инженер на этом астероиде. Послушайте, у нас нет времени. Батарианцы включили реактивные двигатели. Нужно отключить их, пока мы не обрушились на Терра-Нову. Там 4 миллиона человек, Шепард. Моя семья там. Они живут в Ароносе. Мои дети и внуки. Приятный городок, хорошие школы. У меня нет времени заниматься расчетами. Что будет, если мы не остановим астероид? Длина X-57 – 22 километра. Вдвое больше, чем у астероида, который стер с лица Земли динозавров. Это будет как одновременный взрыв миллионов атомных бомб. Миллионов! Жар будет такой, что за 1000 километров сгорит вся одежда. Планету поглотит огонь. Ударная волна сплющит все на сотни километров от взрыва. Терра-Нова погибнет, Шепард. Не только колония, вся планета. Климат радикально изменится. Массовые вымирания видов. Экосистема не восстановится за 1000 лет, а может и за миллионы. Если он упадет в океан, есть какая-то надежда? Будет еще хуже. На сушу обрушится цунами, сметая все на своем пути со скоростью несколько сотен километров в час. В районе столкновения испарятся миллионы тонн воды. Всю планету покроет толстый слой облаков. Погибнут все растения. Об экосистеме сразу можно забыть. Конкретных цифр назвать не могу. Но поверьте, это будет настоящая катастрофа. Непонятно. Батарианские бандиты жестоки. Но они во всем ищут выгоду. Зачем им уничтожать планету? Что им это даст? Я слышал всякое. Как из людей делают рабов и обращаются с ними хуже, чем с животными. Как пираты сжигают дотла колонии. Но чтобы так... Конвенции Цитадели запрещают смещение астероидов. Я не думал, что батарианцы до этого дойдут. Далеко не все батарианцы одержимы геноцидом. Но эти настоящие террористы. Да, я понимаю.
Просто сегодня утром я был застигнут врасплох тем, что произошло. Вы не знаете, кто за этим стоит? Кто у них вожак? Возможно, это все прояснит. Я слышал, как двое из них упоминали какого-то Балака. Похоже, он у них главный. Вроде бы им не очень нравится происходящее, но они его боятся и выполняют все, что он скажет. Вы находились здесь во время нападения. Сколько вы видели батарианцев и где? Они высадились у главного комплекса. Теперь он заблокирован. Они сменили код доступа. Без понятия, что там происходит внутри. Я видел, что к каждому двигателю отправились группы бойцов. Не могу назвать точное количество, но попотеть вам придется. Повсюду батарианцы. А мне нужно отключить 3 двигателя. Мне нужно знать что-то еще. Один из двигателей окружен подрывными зарядами. По прибытии на орбиту Терра-Новы мы собирались заняться разработкой пород. Я снабдил их датчиками движения. Ваш танк моментально активирует их, так что придется идти пешком. Если подойдете слишком близко, они взорвутся. Идите медленно и будете в порядке. Вы же сами их поставили. Их можно деактивировать? Отсюда нет. У входа в комплекс есть ручная панель управления. Это внутри зоны взрыва. Можно отключить детонаторы оттуда. И еще. Перед атакой, недалеко от участка, работала группа инженеров. Боюсь, они в опасности. Батарианцы безжалостны. Я видел, как они разбивают скафандры у тех, кто работает в космосе. Да еще варены. Не похоже, что они питаются только падалью. Где могут быть инженеры? Они отправились проверять оборудование по периметру. Вы должны подключиться к башне-передатчику на поверхности. У вас на сенсорах отобразится местонахождение станций оборудования. Постараюсь найти их, но главная моя цель — это двигатели. Да, вы правы. Главное — спасти Терра-Нову. Мои люди могут и подождать. У главного комплекса находилось много инженеров, но сейчас все они, вероятно, мертвы. Или в заложниках у батарианцев. Некая Кейт Боуман связалась со мной по радио. Батарианцы еще не нашли ее. Кейти жива? Она одна из лучших моих инженеров. Записалась сюда с братом. Кажется, его зовут Аарон. Он из службы охраны. Рассмотрим худший случай. Допустим, астероид мы не остановим. Можно ли эвакуировать колонию? Эвакуировать? Шепард, чтобы колония так разрослась, потребовалось 30 лет. Уверен, они перевозят людей в удаленные зоны. Но им ни за что не удастся увезти с планеты более нескольких тысяч человек. Нам просто не хватит кораблей. Ни у кого столько нет. Ну, может, у кварианцев. Но они вряд ли появятся тут неожиданно и помогут нам. Что вы можете сказать о Кейт? Очень умная женщина. И смелая. Надеюсь, она хорошо спряталась. Если ее найдут... Ах, Кэти, лишь бы ты не сделала никакой глупости. Зачем вообще вам нужно было перемещать астероид? Мы хотели доставить его поближе к Терра-Нове, добыть полезные ископаемые, а потом сделать из него орбитальную станцию. Нам не придется доставлять необходимые материалы на орбиту, а полученные минералы полностью покроют затраты. Время не ждет. Мне лучше идти. Пожалуй, мне стоит затаиться на случай, если батарианцы вернутся. Удачи, Шепард. Слышите? Надеюсь, радио работает. Чёртова штуковина. Слишком фонит. Посмотрю, можно ли ее наладить. Не теряйте времени, продолжайте идти. Внимание! Грунтовой радар сообщает о наличии противотранспортных зарядов. Внимание! Грунтовой радар сообщает о наличии противотранспортных зарядов. Продолжайте путь пешком.
установить бомбы. Похоже, хочет взорвать комплекс. А ну-ка отойди оттуда. Не стреляйте! Прошу вас! Кто останавливает двигатели? Второй раз спрашивать не буду. Разберитесь с этим и поживее. Не подходи ближе. Можем разобраться по-плохому или мирным путем. Не думаю, что вы, батарианцы, знаете значение этого слова. Послушай, я просто выполняю свою работу. Не я придумал захватить эту глыбу. Я просто хотел немного заработать, по-быстрому раздобыть рабов и все. Это уже не набег за рабами. Речь идет о жизнях миллионов людей. А то я не знаю. Я просто выполняю приказы. Будь моя воля, меня тут уже не было. Еще не поздно. Ты все еще можешь убраться отсюда. Сомневаюсь. Балок с меня живьем шкуру сдерет, а потом продаст. Вот я псих ненормальный. Все пошло наперекосяк, а я виноват. Почему ты его слушаешься? Хороший вопрос. У меня плохое предчувствие с тех пор, как мы приземлились. Вот и Балок хочет вас прикончить. А Балок всегда добивается своего. С этим не поспоришь. Разве тебя устраивает роль его посыльного? Помоги мне, и я разберусь с Балоком, а ты займешь его место. А что? Ситуация вышла из-под контроля. Надо с этим что-то делать. Отпустить. Пусть Балок сам разбирается. Надеюсь, ты владеешь оружием не хуже, чем языком. Иначе нам обоим не сдобровать. Балок получит свое. И ты, кстати, тоже, если я еще раз встречу тебя на территории людей, ясно? Да, конечно. Балок засел в главном комплексе. Возьми ключ, пригодится. Будь начеку с ним, тот еще ублюдок. Пошли, валим с этого куска дерьма. Вы, люди, вы доставляете слишком много хлопот. Отпусти заложников. И ты, возможно, проживешь достаточно долго, чтобы объясниться перед Советом. Я не отвечаю перед Советом. И перед тобой тоже. Я улетаю с астероида. Если попробуешь остановить меня, я взорву эти заряды, и тогда погибнут и твоя помощница, и ее друзья. Я не могу отпустить тебя, Балок, после того, что здесь случилось. Это ничто. Вы, люди, доставили батарианцам гораздо больше вреда. Нас вынудили удалиться в изгнание, довольствоваться крохами. И так целые десятилетия. А при чем тут эти люди? Они ничего не сделали, ни тебе, ни батарианцам. Ничего не сделали? Всего лишь колонизировали нашу планету. И только забрали наши ресурсы. Нам ничего не оставалось, как защищаться. Но люди сильнее нас. Мы это знали. И Совет знал. Но это никого не волновало. Это все вы. Вы и ваши соплеменники. Единственная причина, почему мы оказались в таком положении. Разве убийство невинных людей что-то исправит? У нас не было выбора.
Иногда приходится специально привлекать к себе внимание, чтобы тебя выслушали. По этой причине мы атаковали вас на Элизиуме. Поэтому я так поступаю. Вы вынудили нас. Вы напали на нас первыми. Когда мы ответили, вы побежали жаловаться Совету. Не получив помощи, затаились. Вам некого винить, кроме самих себя. Хватит! Наверное, вы никогда не поймете. Вы не хотите понимать. Я не собираюсь тратить слова впустую. Если хочешь видеть друзей живыми, лучше отойди в сторону. Можешь идти. Но это не конец. Я тебя рано или поздно найду. Может быть. Но сегодня ты точно до меня не доберешься. Таймер все еще работает. Тебе лучше поспешить, если хочешь спасти друзей. Он ушел? Это правильно? Пришлось отпустить его, а то было бы хуже. Вы же сказали, что спрячетесь в безопасном месте. Я мог бы сделать что-то полезное. Я чувствовал, что должен быть здесь. Я же как-никак лучше всех знаю этот астероид. У вас получилось. Еще бы час, и курс астероида было бы невозможно изменить. Я сверил расчеты, Шепард. Х-57 упал бы рядом со столицей. Это самый густонаселенный район. Но этого не произойдет, благодаря вам. Кейти здесь? Она жива? А ее команда? Балок взял их в заложники. Я отпустил его, чтобы их спасти. А это не... Вам ничего за это не будет? То есть, он же может повторить то же самое в другом месте, ведь так? Да, может. Балок показался мне практичным. Практичным и ожесточенным. Думаю, будь он на моем месте, Боман уже была бы мертва вместе со всеми террористами. Но я не намерен жертвовать людьми, которые случайно оказались между мной и моей целью. И что теперь будет? Террористы скроются? Сегодня Балок сбежал, но охота на него начнется уже завтра. Каждый корабль Альянса будет преследовать его. Он будет скрываться, но рано или поздно поскользнется, и мы возьмем его. Добро всегда побеждает зло, Саймон, если не отчаиваться. Сурово. Рад, что вы охотитесь не за мной. Шепард, благодарю вас за жизни моих детей и внуков. Думаю, я тоже здесь надолго не задержусь. Команды нет. Много дурных воспоминаний. Сейчас мне лучше вернуться к семье и провести некоторое время с ней. Но прежде хотелось бы кое-что отдать вам. Может, это вам пригодится больше, чем мне. У меня, как у главного инженера, есть кое-какое качественное снаряжение. Выбирайте, вы заслужили. Наверное, я прошу слишком многого, но ваш уни-инструмент, мне бы он пригодился. Шепард, вы же спасли моих детей и внуков. По сравнению с этим, уни-инструмент ничто. Берите. Надеюсь, это вам пригодится. Да, кстати, вы просили меня отыскать пропавших инженеров. Вы нашли их?
Да, я нашел всех. По крайней мере, их тела. Да, понятно. Ну что ж, все лучше неведения. Будьте осторожны. Всего хорошего, Шепард. Мы многим вам обязаны. Все еще не верю, что вы отпустили Балака, чтобы спасти нас. Я была почти уверена, что вы принесете нас в жертву ради спасения большинства. Тогда бы я был не лучше батарианцев. Балак далеко не уйдет. Теперь я знаю, кто он. Он не сможет скрываться вечно. Вы прямо как мой брат. Всегда был таким упрямым, но хотел делать все правильно, по справедливости. Что бы ни случилось. Это вашего брата убил Балак? Да, Аарона. Это он уговорил меня записаться в команду. Сказал, что это будет то еще приключение. Надо было мне быть с Аароном построже. Хотя, чего уже теперь говорить? Я понимаю. Вы порядком натерпелись сегодня. Не буду вам мешать. Спасибо. Но я даже не знаю, как вас зовут. Шепард. Капитан Шепард. Спасибо, капитан Шепард. Я не ожидала, что вы появитесь здесь. И я благодарю вас. Вы поступили очень смело, Кейт. Связались со мной по радио, рискуя жизнью. Упрямство и настойчивость – наши семейные черты. Мой отец служил в войсках Альянса. Он немного огорчался, что мы не пошли по его стопам. Но Аароном он бы гордился. Извините, я просто... Что вы можете сказать об атрианцах? Чего они хотели добиться? Похоже, они даже не знали про двигатели. Когда они напали, они собирались доставить нас на корабль, чтобы продать как рабов. Когда появился Балак, все изменилось. Он решил сменить курс астероида. Сказал, что это станет символом батарианского сопротивления, что бы это ни значило. Ему быстро все подчинились, но, не знаю, не похоже, что они все такие же фанатики, как и он. Почему астероид вообще долетел до сюда? Почему тревогу не подняли раньше? По плану, астероид должен был появиться здесь на днях. Балак просто ускорил его. В камне много полезных ископаемых, но он находился слишком далеко от Терра-Новы. Поэтому мы установили на него реактивные двигатели, чтобы передвинуть его поближе. Все шло как задумано, пока... Ну ничего, скоро все станет как раньше. Почти все. Вы порядком натерпелись сегодня. Не буду вам мешать. Всего хорошего, Кейт. Я очень признательна вам, капитан. До свидания. Большое спасибо. Я думал, это конец. Еще раз благодарю вас, капитан. Вы даже не представляете, что вы для нас сделали. Миллионы колонистов даже не подозревают, что они находились на волосок от гибели. Когда вы все-таки найдете Балака, вспомните о моем брате. Еще раз благодарю вас, капитан. Вы даже не представляете, что вы для нас сделали. Вы даже не представляете, как вы нам помогли. Всем нам.